Овны, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на январь 2024 года. Посмотрим, с какими энергиями вы будете открывать этот год, какие перемены будете закладывать, потому что это будет очень плодотворный месяц. Новые начинания, новые планы, новые проекты, целеполагания. Учитывая, что в январе у нас новолуние будет 11 января, это первое новолуние в этом году, поэтому самое время воспользоваться и прописыванием планов, и созданием плаката визуализации. То есть кто-то может просто прописать себе план в дневнике, каждому свое, но черпайте эти возможности, структурируйте свою жизнь и меняйте ее в лучшую сторону. Но мы с вами приступим, посмотрим, что вас ожидает в течение этого периода и каким переменам вам стоит подготовиться. Итак, основные энергии месяца: работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Арканы перед вами. Давайте немножко приподниму, чтобы вам было хорошо видно. Приступаем. Общие энергии месяца. У вас здесь ложится аркан Жрец. Жрец — это карта, которая в первую очередь указывает на вопросы просветления, иными словами, образования. Причем актуально это будет, допустим, как для вас, так и для ваших детей. И даже если речь не будет идти о каких-то глобальных переменах по принципу поступления в вуз, получения второго, третьего высшего образования, то это может быть в целом изучение каких-либо языков, курсы, мастер-классы, семинары, или вы поехали на бизнес-тренинг, где непосредственно будете черпать информацию. В любом случае это повышать уровень своих знаний, это расширять свой кругозор, и для вас эти энергии будут действовать крайне благоприятно. Плюс это удачный, успешный период для каких-либо плановых вещей, связанных с медициной. Будь то чекап-лист, который вы проходите каждый год с целью проверить свое здоровье, или, может быть, запланированные плановые пластические операции, или в целом обращение к врачу для устранения каких-то причин и проблем, которые могут вас тревожить. Конечно же, карта сама по себе может символизировать ваше углубление в изучение вопросов культуры, религии, веры. Для кого-то желание или стремление связать себя узами официального брака. Поскольку, как мы знаем, трактовки здесь у нас они достаточно такие полярные. Дотягиваем аркан, уточняем его, и ложится девятка мечей. По этим арканам могу сказать, это в большей степени акцент. В первую очередь это как пройти плановое обследование с целью убрать какие-то свои страхи и переживания относительно состояния здоровья. И могут быть действительно переживания по поводу экзамена, курса, то есть либо вы можете повышать квалификацию, потому что здесь идет такая нотка, знаете, как переживать, как это все пройдет, чем для вас это завершится. Переживать из-за статуса, который вы можете получить. Касается ли это вопросов личной жизни? По Солнцу может быть, но в любом случае это первый акцент, это вопросы просветления, то есть это вопросы образования. Смотрим, чем ознаменуется месяц в плане работы. Месяц здесь, конечно, непростой, по той простой причине, что девятка жезлов, она всегда говорит о каких-то трудностях, препонах, когда сложно войти, знаете, как в накатанную колею, начать работать после какого-то затяжного периода праздников, отдыха, то есть, знаете, как поймать эту волну и заниматься рабочими процессами. Или просто могут стопориться еще ряд факторов по работе, какие-то проекты будут тормозиться, решение каких-то вопросов, может быть, связанных с трудоустройством. Сейчас будем это раскрывать и просматривать. Для тех, кто у нас на текущем этапе не работает по ряду причин, то есть пенсионеры, домохозяйки и так далее. Аркан Мира у нас указывает на вопрос получения денежных переводов, то есть это как социальные дотации от государства, то есть поддержка здесь есть, но тем не менее все, что здесь может быть, это какие-то разовые проекты через интернет, которые вы можете получить как следствие разовый заработок, потому что здесь я не вижу стабильной деятельности, которая бы вам приносила постоянный доход. Но тем не менее шансы улучшить свою ситуацию у вас присутствуют. Для тех, кто у нас является соискателем, девятка жезлов и туз мечей — это понимание или осознание своей ценности на рынке труда, это пройти ряд собеседований, выявить свои такие уязвимые точки, над ними работать. Если здесь вопрос трудоустройства, к сожалению, пока нет, потому что карты указывают акцент на то, что не хватает каких-либо знаний, опыта, сноровки, и, соответственно, вы для себя будете закрывать эти моменты, а именно пытаться получить
те знания, которые поспособствуют обрести работу мечты. У тех же, кто у нас является наемным сотрудником. 9 жезлов и карта Солнца. Это может быть такой некий сложный подготовительный этап к переменам, даже перспективам повышения. В чем заключается сложность? Потому что по 9 жезлов идет какая-то больше ментальная и моральная неготовность брать на себя новый груз ответственности. Плюс очень много нужно как подчерпнуть, какие-то знания обновить, новые получить. То есть тут по 9 жезлов вы будете закрыты от внешнего социального мира, потому что будете сконцентрированы, сосредоточены на вопросах карьеры. Но перемены у вас эти произойдут не в январе месяце, а несколько позже. Это в большей степени как вопрос подготовительного этапа. Плюс опять же 9 жезлов и Солнце могут указывать на те факторы, что в работе, во взаимодействии с другими людьми кто-то может не принимать вашу точку зрения. Не то, что вам нужно от них отворачиваться или закрываться, но будет сложно найти, какие-то компромиссы или общую точку взаимодействия. Для тех же, кто у нас владеет собственным делом, здесь еще, так сказать, хуже ситуация, потому что 10 жезлов с 9 жезлов это какие-то проекты стопорятся, что-то не двигается с мертвой точки. Может быть, задерживают кто-то выплаты, партнеры, заказчики, клиенты, или вы не можете прийти к какому-то консенсусу, то есть о чем-то договориться. Поэтому, знаете, такой затяжной месяц проблемных переговоров. Ну и, конечно, у многих будет здесь как аврал по работе, который нужно будет решать. Смотрим финансовую сторону вопроса. По финансам здесь все прекрасно. Ложится аркан императора. Император на финансы это всегда стабильность, это контроль, это есть на что опереться. То есть не могу сказать, что вы нуждаетесь здесь в деньгах. Более того, по императору это может быть помощь или поддержка со стороны мужчины, будь то знакомый или руководитель, отец, брат, может быть для девушек супруг, да, то есть быть на попечении супруга, получать львиную долю ресурсов. Но основной посыл это человек, который не всегда может, допустим, дать деньги как таковые, но, например, дать удочку, да, для того, чтобы вы сами выудили рыбу. Иными словами, партнер, который дает какие-то новые заказы, или знакомый, который вас сводит с нужными людьми, через которые вам идет приток ресурсов. То есть это активное влияние мужчины со стороны, который поспособствует улучшению финансового благополучия и улучшению качества вашей жизни. То, что касается состояния здоровья. У нас здесь ложится аркан Дурак. Для девушек, женщин, у тех, кто планировал или готовился. Это может быть как вопрос подготовки к вопросам зачатия, деторождения или просто известие о зачатии. Это в положительном ключе, в положительном аспекте. Но вместе с тем, если смотреть по картам, есть такой момент, присутствует несколько легкомысленное отношение к здоровью. Почему? Потому что по дураку это, знаете, такая позиция отморожу маме на зло уши. То есть, когда мы сами понимаем, что могут быть какие-то проблемы, но закрываем на это глаза. Там, сидим на сквозняке или там, легко одеваемся. Или идет резкий там, перепад температуры, или там, мы пьем слишком холодные напитки, а, допустим, понимаем, что нам это нельзя. То есть это как по глупости сами себе в чем-то навредили. Вот чтобы этого не произошло, поэтому, пожалуйста, контролируйте все факторы, чтобы вы здесь не просуждались. Потому что дурак – это также легкие, но респираторные заболевания. Но, тем не менее, которые могут, так сказать, подпортить вам настроение. Смотрим вопросы личной жизни. На личную жизнь у нас ложится король жезлов. Для мужчин это вы, собственная персона, поэтому развитие личной жизни здесь будет исключительно зависеть от вас. Для девушек и женщин это влияние мужчины огненной стихии, овен, лев или стрелец, и взаимодействие с ними. В каком ключе будет развиваться эта цепочка событий, сейчас посмотрим. Для тех, кто у нас на текущем этапе свободен. Здесь ложится аркан жрица. По жрице это несколько, для большинства, может быть в положительном формате. Новое знакомство, которое вы не захотите афишировать, состоять в этом союзе, но сейчас хочу посмотреть. Здесь звезда и дьявол. Это может быть все-таки формат отношений тайных, сокрытых, по причине того, что ваш партнер не свободен. Поэтому даже дно колоды у вас здесь ложится 7 чаш. Это как указание, что может быть ситуация трудного выбора. То есть ваш партнер или партнерша, с которыми вы вновь знакомитесь, могут еще состоять, так сказать, в позиции выбора. Принимать ли вам в такой формат отношений или нет, безусловно, решаете вы сами, но, как показывают арканы, может быть такое развитие событий. Для тех, кто у нас уже состоит в любовных треугольниках,
По аркану Луна ситуация остается неизменной. Это больше попытки понять и осознать, зачем вам это нужно. Это проработка ваших комплексов, ваших страхов, потому что вы осознаете, что эти отношения вам в первую очередь нужны для проработки низкой самооценки, неуверенности в себе, как следствие преодоления каких-то внутренних блоков или страхов. Поэтому вы держитесь за этого партнера или партнершу. Но будет ли кардинальным образом меняться статус и ваше текущее положение вещей в отношениях, здесь этого не предвидится. Смотрим ситуацию для тех, кто у нас в стабильных союзах. А здесь ложится аркан справедливость, правосудие. Не идет здесь речь о бракоразводном процессе, чтобы кто-то там не пугался. Единственное, на что здесь указывают карты, это много юридических аспектов, которые вы будете решать совместно. То есть может быть и перепись там имущества, и доверенности. Единственное, что здесь еще, если смотреть на совокупность карт, то для некоторых это может быть создание эффективного союза ради достижения своих целей, там, получения документов, работы, еще прочих факторов. То есть здесь с целью достижения каких-либо ваших планов, целей или амбиций. Ну а в остальном здесь критичное отношение как к самой себе, так и к вашей второй половине. Плюс оценить ситуацию, в чем-то, может быть, поставить себя на место вашего партнера, понять мотивы поведения или что вы делаете не так в союзе, дабы исправить ситуацию в лучшую сторону. Почему непосредственно в этом ключе? Потому что одну колоду у вас здесь ложится паж мечей, но она же принцесса мечей. Это как попытки понять, проанализировать, где вы косячите и как это можно исправить. Смотрим совет от карт на этот месяц. И здесь ложится королева жезлов. Королева жезлов – это вы сами, поэтому для девушек и женщин это, конечно же, акцент на то, что все внимание, все свободное время, силы и ресурсы для себя любимой, так сказать, окружение, близкие подождут. То есть это, знаете, акцент на то, чтобы вы баловали себя чем-то, украшали себя, более того, занимались личностным развитием, образованием. Если у вас на повестке дня стоит вопрос карьерного роста, то есть активно работали в этом направлении. То есть, иными словами, ваши цели, желания, потребности, ваши хотелки, они должны быть на первом месте. Для мужчин это акцент на то, чтобы прислушаться к девушке, женщине огненной стихии, Овен, Лев или Стрелец. То есть это может быть как супруга, родственница или знакомая. Или если вы на текущем этапе свободны, может быть, обрести таковую женщину, которая для вас будет волшебным пинком под зад в качестве развития и становления на новом жизненном пути. Потому что королева жезлов – это всегда желание иметь больше. Жезлы – это наши амбиции, за которые мы цепляемся и, как следствие, идем и развиваемся по духовной лестнице. Может быть, знаете, как соответствовать какому-то идеалу или эталону, который вы себе поставили в качестве образца. Здесь это, вот знаете, как основной такой вот тенденция этого месяца будет это достигаторство. По принципу «вижу цель, не вижу препятствий». Вот это ваши основные энергии на этот период. Посмотрим еще на неожиданность месяца. Что же у вас здесь? Неожиданность. Так, у вас положительные изменения. Смотрите, после паласа состоя первая карта падала гроб. Это как кардинальные какие-то негативные изменения, которые имели место у вас быть. Сад и аист – это выйти из этой ситуации, из этих негативных перемен. Поэтому для овнов здесь действительно начинается белая полоса. И если у вас в прошлом году, особенно если завершался год какими-то неприятностями, то сейчас вы сможете эту ситуацию исправить и вырулить ее в правильном направлении, в верную сторону. Плюс, помимо всего прочего, здесь как новое общество или связи, которые вам помогут выйти из каких-то сложных вопросов и ситуаций. И дно колоды, я смотрю, у вас здесь ложится аркан рыбы. Для вас ознаменуется это в положительном ключе в плане финансов, то есть какие-то новые возможности. Может быть, если у вас была потеря имущества, порча имущества, то это страховые выплаты, материальная компенсация, потому что в любом случае для вас здесь идут положительные изменения и достижения материальных целей. Что ж, мои хорошие, пусть так и будет. Месяц на самом деле у вас прекрасный, посмотрите по этим арканам. Наиболее знаковые, значимые сферы у вас финансы и вопросы здоровья.
Поэтому обращайте на них особое внимание. Ну а в остальном только одним благоприятной энергией. Пусть так и будет. Так вам сейчас и закроем. Закроем вашим арканом Император, потому что он символизирует знак Овна. И арканом Солнца, чтобы энергия с вами не только пребывала, но и, как говорится, расширялась. Давала вам больше возможностей. Я вас благодарю за то, что вы остаетесь со мной. Буду ждать от вас обратной связи, комментариев по прошествию периода. Для тех, кому актуальны индивидуальные консультации или обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты вы всегда сможете найти по любым из моих видео. С вами не прощаюсь. До новых встреч.